О том, что при помощи инструмента угловая скорость можно в Calculix воспроизвести эффект Джанибекова, я узнал на форуме Prepamax. И просто не смог удержаться от того, чтобы не снять об этом видео. Итак, как обычно, начнем с того, что в FreeCAD нарисуем 3D-модель. По легенде, космонавт Джанибеков обнаружил названный его именем феномен, когда на станции «Салют» распаковывал груз, закрепленный гайками-барашками. Сохраняем нашу гайку в формате STP. И переходим в Prepamax. Создаем новый файл. 3D-модель у нас была в миллиметрах, значит выбираем миллиметры. Настроим параметры генерации сети конечных элементов. Мне сейчас нужна скорость, а не точность, поэтому обойдемся достаточно грубой сеткой. Единственное, что все-таки нужно оставить конечные элементы второго порядка. Создаем сеть конечных элементов. Добавим материал. Гайка будет стальная, поэтому возьмем подходящий сорт стали из библиотеки. Нам потребуется плотность и упругие свойства. Назначим конечным элементам их свойства. Они у нас объемные, поэтому выбираем Solid Section. Гайка у нас будет кувыркаться в невесомости, поэтому из всех граничных условий у нас будет только угловая скорость. Первым делом указываем центр вращения. Он у меня совпадает с началом координат. Далее указываем направление оси вращения. Гайка будет кувыркаться вокруг оси Z. И в конце частоту вращения. У меня это 60 радиан в секунду. Если все сделано правильно, на схеме появится стрелочка, выходящая из центра вращения в направлении оси вращения. Создадим расчет. Он будет состоять из единственного динамического шага. Решатель выберем с полюс, он у меня лучше работает. Обязательно включаем нелинейную геометрию. Процедура решения Implicit-Implicit. В оригинале использовался тип инкрементации Direct, но у меня почему-то гайка закувыркалась только на автомате. Максимальный инкремент 1000. Время кувыркания 2 секунды. Отсчет будем вести от 1/1000. Минимальный временной инкремент 1 стотысячная секунды. Частоту вывода результатов ставим каждый второй. Они нам все подряд не нужны, да и Prepamax начинают подвисать, когда их количество превышает 500. Ну, собственно говоря, и все. Можно запускать расчет. Расчет окончен, загружаем результаты. Выводим реальный масштаб перемещений. Настраиваем анимацию. И смотрим мультик о том, как эффект Джанибекова, он же теорема теннисной ракетки, она же теорема промежуточной оси, описывает движение вращающегося объекта с двумя разными моментами инерции в невесомости. На этом все. І як завжди, дякую за увагу.